Добро пожаловать на Пострелушки, and welcome to my Plinking Stories. Nothing in the world could ever be good again. I've been nothing but a girl who really should be nothing less. Don't mess up, and don't you tell us so how you actually feel. If you do, then they'll cut you right at the heel, and it hurts. Я уже давно пытаюсь подобрать компактный оптический прицел для своих пистолетов Strike One B019 и Black Strike B024, также известных в разных странах как Artemis CP1 и CP2, Kandar CP1 и CP2, Diana Chaser и так далее. Как по мне, B024, ну или CP2, кому как больше нравится. В своей стандартной комплектации это слишком маленькая и слишком легкая игрушка для того, чтобы устанавливать на нее нормальную полноразмерную оптику. Длина этого, так скажем, пистолета-карабина меньше 1 метра, вес всего 1,5 килограмма, так что по сути это пистолет, ну никак не винтовка. И поэтому громоздкий, тяжелый, полноразмерный оптический прицел длиной больше 30 сантиметров и весом больше половины килограмма смотрится на нем, ну, просто чудовищно. Такие прицелы нормальные для full-size винтовок, но не для B024. Да еще если ставить этот прицел на высокие кольца. Black Strike вообще не может похвастаться удобством удержания в руках, а с таким монстром сверху говорить о каком-то балансе и комфортном прицеливании, ну, вообще не приходится. Так что оставим полноразмерную оптику полноразмерной пневматики. А для компактного оружия и прицел нужен компактный, короткий и легкий. Пришлось поискать такой на Алиэкспрессе. Ну и вот, нашел вот такое чудо производства самой известной китайской компании под названием No Name. За всего-навсего 2164 рубля. То есть $27 США по текущему курсу. Посылка ехала из Гонконга долго, ровно 1 месяц. Причем по России доехала за 4 дня, а остальное время путешествовала по Китаю. Ну, как бы там ни было, прицел в мое отделение почты приехал, я сходил, получил. Давайте посмотрим, что там внутри. Коробка доехала без повреждений. Кстати, сама коробка очень хороша, плотный картон, красивые картинки и ни слова о производителе и месте производства. No Name, как и положено. Коробка тоже пригодится. Буду держать в ней свои пульки для пневматики. Открываем. Внутри на пенопластовых вставках прицел, салфетка для протирки стекол, кольца под планку вивера. При заказе необходимо указать, какие кольца вам нужны. 20 мм для планки вивера или 11 мм под ласточкин хвост. Ну, шестигранник, инструкция и все. Инструкция тоже подробностями не радует. Это просто листок бумаги формата А4 с напечатанным с 2 сторон текстом ни о чем. Как говорится, краткость сестра таланта, скромность украшает. Смотрим на прицел. Самое первое впечатление, когда берешь его в руки, какой же он маленький, короткий и легкий по сравнению со своими полноразмерными братьями. Сейчас будем сравнивать. Взвешиваем. 370 граммов с 2 кольцами. Для сравнения, полноразмерный прицел Gamma 3х9х40 570 граммов. Вообще разница в 200 граммов в данном случае это очень много. Вологодский прицел Worms Pilat 4х32 заметно легче. Всего 400 граммов. Практически как и его китайский коллега. Теперь измерим длину в порядке убывания. Gamma 32 сантиметра. Это стандартная длина для таких прицелов. 32-35 сантиметров, может быть немножко больше. Worms Pilat существенно короче, всего 26,5 сантиметров. Это уже гораздо лучше, прицеливаться намного комфортнее. Ну и наш новенький. Всего-навсего 19 сантиметров. То, что требуется. Другими словами, этот
No-Name прицел без малого в 2 раза легче и в 1,5 раза короче своего полноразмерного аналога той же кратности и с тем же диаметром объектива. Ну, одним словом, компактный. С массогабаритными характеристиками разобрались, продолжим осмотр. Прицел, судя по надписи, вроде бы заполнен азотом. Проверять не буду, поверю на слово. Защитные крышки линз, объектива и окуляра в наличии. Сверху и слева закрытые колпачками винты регулировок по высоте и направлению. Больше на прицеле ничего нет. Ну и, конечно, регулировка кратности и подстройка диоптрий, само собой. Подсветки прицельной сетки тоже нет. За точно такой же прицел, но с красной и зеленой подсветкой, просят уже побольше. Мне подсветка не нужна, поэтому ценой не интересовался. Так, регулировочные винты. Ну вот, сами видите какие. Пишут, что 1 клик равен 1/4 угловой минуты на сотни ярдов. Ну ладно. Щелчки четкие, внятные. Посмотрим, как будет работать. Насчет отстройки от параллакса я пока так и не понял. Какое-то кольцо на объективе имеется, буду проверять в тире. Так что ждите продолжения этой истории. Первые впечатления от самой оптики. Ну, на первый взгляд, для такой цены оптика достаточно качественная. Изображение не расплывается даже на максимальном увеличении. Правда, я не уверен насчет действительно 9-кратного зума и качества изображения на такой кратности, но что-то все же увеличивает. Тоже проверим в тире. В целом, картинка для игрушечного, по сути, прицела за 2 с небольшим тысячи рублей, я бы сказал, достаточно пристойная. Мы ведь не ожидаем от него характеристик, как у серьезной и дорогой оптики, верно? Хотя у моего монокуляра следопыт 10/40 оптика все же заметно лучше, заметно. Ну вот, вроде бы пока что и все. Если что-то упустил или забыл рассказать, спрашивайте в комментариях. Если смогу, отвечу. Ну, рассматривать дома больше нечего. Нужно ехать в тир, устанавливать прицел на пневматику и проверять в деле. О результатах этих пострелушек я обязательно расскажу. Оставайтесь на связи. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы и оставляйте комментарии. Всем хорошего дня, удачных пострелушек и метких выстрелов. Всего доброго.